Последнее время меня часто спрашивают, ну как в таких условиях можно развивать бизнес-то? В таких условиях бизнес развивать невозможно! Мы не знаем, куда идти и как это делать. Образовалась финансовая яма. Работаем в ноль. Свои заработанные деньги трачу в оборот. Вырваться из всего этого урагана можно только на реактивной скорости, поэтому я, Игорь Рыбаков, открываю реалити X10 Академии. Я капец как хочу. Я за тебя браться-то вообще-то не буду. Уверенность вообще, вот это все, вот это. Оно все. Нравится находиться вот в этой состоянии жертвы? Слезу пустить хотелось. Мы аж вот так сидели. Я буду тобой заниматься. Мы выбрали 5 участников с разным уровнем знаний и доходов. И на протяжении всего шоу будем давать им задания на мышление и пользование бизнес-инструментами, чтобы помочь им вырваться из кризиса и увеличить свои доходы. Мне нужно провести 10 встреч со своими друзьями и знакомыми. Я немножко в шоке. Как он выглядит, что он покупает, почему он покупает. А зачем ты здесь? Больше зарабатывать, это моя цель. Почему тогда доходов постоянных нет? Я ловил свои коленки. Мы можем потерять одного бойца. И это не соревнования друг с другом. Главная победа, которую должны одержать участники, это победа над самим собой. Пришло время сделать X10. Поехали! 5 участников, 25 дней, которые разделят их жизни на до и после. Вместе с мастерами и трекерами Академии X10 разработаем для каждого стратегию их личного квантового рывка. Раз в неделю мы будем давать задания на развитие мышления и освоение бизнес-инструментов, выполняя которые они выйдут на свой новый уровень. А если нет, то покинут шоу. Метод X10 мы применяем в X10 Академии для людей, которые намереваются преодолеть существующий кризис в жизни, в бизнесе, в семье или где-то, да, и выйти на новый уровень. Так, всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Давайте. Надо, чтобы ученики выгрузили, что у них есть, а я посмотрел на это, на них посмотрел, что у них есть, с чем они пришли. Я испытываю в этот момент некий трепет. Ну вот вы спросите, Игорь, нахера тебе это? Я начинал свой бизнес в комнате номер 103, общежитие номер 2 Московского физико-технического института. У нас не было ничего, абсолютно ничего, кроме себя самих, нашей обшарпанной комнаты и большого жгучего желания. В данный момент Игорь Владимирович творит то, что он вообще творит. Вокруг что только не говорили. Не твое, брось, не получится, все. Ну, мы шли напролом. Мы как ледоколы. Нас было не остановить. Я, честно говоря, сам себе удивлялся, но мы твердо решили, мы будем жить по-другому, не так, как все. И вот сегодня моя компания Технониколь входит в 5 крупнейших компаний гидроизоляционных, теплоизоляционных материалов в Европе. Я лично верю в этих ребят, и я верю в каждого, кто смотрит наше шоу сейчас. И я готов бесплатно поделиться своим опытом. Вот всем своим опытом, практиками, смыслами. Вот всем, чем обладаю сам, все подарю, ребята, вам. Меня зовут Таня. Мне 31 год, основатель сети груминг-студии Pet Smile. У меня 2 маленьких детей, 1,5 и 2,5 года. С отцом детей. Сейчас мы переживаем сложный период в отношениях с декабря месяца. Я уволилась с работы, я открыла салон на все деньги, которые у меня были компенсированы моими отпускными. На половину денег открыла бизнес, потом мне половины не хватило, я взяла, естественно, кредит 500 тысяч. Так образовалась финансовая яма. Ты зачем здесь? Я прочитал анкеты. Но да. там трэш написан, поэтому я хотел просто спросить, вот ты зачем здесь? У меня достаточно сложный период жизни происходит, вот, и на меня навалилось со всех сторон. Виднеется перспектива того, что я останусь с 2 детьми одна. А вам нравится, что с вами происходит? Нет, абсолютно не нравится. А вам нравится находиться вот в этой состоянии жертвенности? Прям вы с таким упоением сейчас рассказывали эту историю. Я не работаю со старательными жертвами. Слезу пустить пару раз хотелось. Меня зовут Максим Киселев, мне 31 год, я из Санкт-Петербурга, я иллюзионист. Сейчас мой бизнес и мой шаг в бизнес – это открытие школы фокусов для детей, которая максимально четко отражает, в принципе, мой внутренний мир. Моему проекту на данный момент чуть больше месяца. Я не умею в этом, вообще ничего не шарю. Я не знаю, как правильно привлекать клиентов, куда, как сливать бюджет. Ну, то есть у меня были проекты, я очень много обжегся. Я взял помещение, кофейню, например, да, открыл за 350 тысяч аренда 50 квадратных метров и прогорел.
4 миллиона потерь. Хочу, чтобы вот здесь мне помогли. Ну и что тебя привело сюда? Хочу попробовать себя именно в бизнесе. Хочу связать бизнес и фокусы и попробовать сделать вот что-то такое выдающееся. Ребята пришли с проебанными мозгами в части цели. Целью является человек, чувствующий себя хорошо, ну или когда ему нравится, что с ним происходит. Это единственная цель для человека, вот объективно. Все остальное это вот из разряда, там, бухгалтер скажет, что двойная проводка, там, юрист скажет, что там, соблюдение права, да, и так далее. И все они будут правы. Но только вопрос, человек будет испытывать вот это вот состояние удовлетворенности, наполненности и так далее. Вот если нет, то что бы там ни было, да, человеку будет плохо. Если человеку плохо, вот учение X10 конкретно отвечает на этот вопрос. Слушайте, ребят, ничего не имеет значения, если человеку плохо. Поэтому единственной целью, смыслом жизни, если хочешь, человека является так, что тебе долгосрочно, без чрезмерной платы за это нравилось, что с тобой происходит. Вот и все. Я за тебя браться-то что-то не буду. Все посыпалось. Вся уверенность, вообще вот это все, вот это, оно все. Как тебя зовут? Меня зовут Анна Горбенко, мне 34 года, у меня свой бренд одежды. Я являюсь владельцем и главным дизайнером собственного бренда Бюро 12AT, бренд, который производит женскую одежду. Больше 2 миллионов выручки у меня, наверное, не было, может быть, 2500. По всем точкам. Да, наверное, было 2500 по всем точкам. Но я все, даже свои заработанные деньги трачу в оборот. Я не могу какую-то свою норму перешагнуть и достичь той суммы, которую я хочу. Не знаешь, кто тебе мешает? Ну, у меня есть проблемы с делегированием, скажем так. Почему-то мне кажется, что мою работу лучше меня никто не выполнит. Просто потому, что я нанимала людей, и они проваливались. То есть я им просто платила хорошую зарплату. В итоге они не делали то, чего я от них ждала, и я опять, как осьминог, занималась всем сразу. А еще что тебе мешает? Он так очень жестко начал задавать конкретные вопросы и ставить в такое, наверное, тупиковое положение. Научить меня масштабировать. Научить бизнес. Масштабировать? Да. О, не возьмусь. Нет, все говорят вот эти вот тупорылые все вот эти формулировки, которые они собрали из общественного пространства, там, что-то про бизнес и так далее. Хотя я уже вижу, что их ограничения, конечно же, не то, что они формулируют, им надо. Как тебя зовут? Меня зовут Богдан, мне 28 лет, я из города Тюмень, основатель и соучредитель производственной компании «Морошка». Мы занимаемся производством малоархитектурных форм, арт-объектов, декора для бизнеса и дома. Мой запрос о личном росте как руководителя. У меня есть штат, у меня есть компания, стремительно движется, а куда движется, я немножко не представляю. Я буду тобой заниматься. Такое облегчение, я такой довольный сидел. Бизнес – это следствие личности, скажем. Отражение, Согласен. это проекция. И тот, кто размышлял о каком-то там масштабировании бизнеса или что там, пытается работать с запросом, который является следствием. Это может быть очень перспективный ученик, поэтому я с удовольствием буду наблюдать, как пойдет занятие с ним. Как тебя зовут? И давай. Меня зовут Дима. Я 3 года работал в найме, ведущим мероприятий, и с другом мы решили организовать что-то свое. Мы открыли клуб психологических игр «Айдол», ведем «Мафию», «Бункер», в будущем другие форматы в Балашихе и Москве. Финансов пока что немного. По поводу долгов. Появились они у меня из-за моей глупости. Я реально немножечко узнал о финансовых инструментах при маржинальной торговле. Я в это поверил, мне сказали, что есть сделка, на которую, чтобы безопасно войти по нефти, нужно там в районе $1000. Мозги замылили, типа, ты знаешь, в кредитных картах есть грейс-период, беспроцентный период, там 55 дней. По итогу осознала, что меня кинули тогда, когда попытался впервые вывести деньги. То есть, когда уже все сделки были закрыты, я попытался вывести деньги не вывелись, 108 тысяч, типа, потерял. Давай на минуту отвлечемся от участников реалити и поговорим о тебе. Точнее, о твоих целях. Какой жизнью ты хотел бы жить? И почему до сих пор не живешь? Одна из причин – неправильные цели. 9 июня в 19:00 по Москве в прямом эфире вместе с тобой мы будем искать твою истинную цель. Ту самую, которая автоматически дает море энергии, сил, от которой горят твои глаза и которая меняет твою жизнь прямо сейчас. Подписывайся на телеграм-канал Оперштаб X10 по ссылке в описании, если еще не подписался. Все подробности там. В общем, этот эфир, возможно, станет твоей точкой отсчета новой, лучшей жизни. И еще,
Для участников сообщества X10 мы решили подарить возможность получить грант на обучение в размере 50 тысяч рублей. Подробности по ссылке. Не будь наблюдателем, еще раз говорю, действуй. Перед тем, как сформулировать свои мечты или замыслы, или какие-то вот сформулировать цели, я всегда выхожу из какого-то помещения и иду в какое-то пространство, где есть огромный горизонт, где есть длина, где есть бесконечность. Почему-то там замыслы разворачиваются несколько иным образом, нежели вот в комнатах, в пространстве, на диване, на стуле там, и так далее. Готовы пойти на крышу? Да. Да. Погнали. Но очень важно научиться определять, какая цель истинная, твоя. Вот когда я хочу свою истинную цель определить, я обычно иду на какую-нибудь гигантскую гору или на холм. Или вот особенно я люблю подниматься на крышу рыбаков Тау. Да, истинная цель дает энергию, сразу чувствуется расширение. А если ты взял не свою цель, не истинную цель, то ты можешь выполнять чью-то цель. Обычно чья-то цель не дает тебе энергии и изнашивает. И потом тебе очень больно и обидно за потерянное время. Главное, когда мы поднялись на крышу, главное, что я увидел, что она нафиг застекленная. Думаю, все нас будут вот так вот держать вот над пропастью и говорить: ты точно хочешь участвовать в проекте или нет, говори. Ну вот, я звал вас на крышу. Обычно, когда замыслы, цели, там, идеи какие-то у меня возникают, я иду сюда. Вот давайте сейчас сделаем такую штуку. У вас есть начальные запросы, которые вы мне сформулировали. Да? Сейчас вот посмотрите по сторонам, позыркайте. И еще раз сформулируйте ваш истинный запрос. Начнем с меня. За эти 25 дней у вас, у ваших мастеров, хочу постараться научиться вот этой легкости, наглости, уверенности и базовым знаниям каких-то моментов в области бизнеса. Так, принято. Хочется быть свободной и чтобы деньги были всегда на все, что хочется. Я хочу посмотреть весь мир. Я хочу открыть новую себя. Которая будет нравиться. Которая будет нравиться, которая будет комфортная, и которая будет любить жизнь, которая раньше была. А, была такая? Была, да. Принято. Вторая мысль, которая мне пришла, что я не удивлена, что как бы в бизнесе дела идут не очень, потому что как они могут идти хорошо, если в голове бардак. Мы поднялись на террасу, я почувствовал мощь этого места, этого города, и я понял, что я хочу стать мощным, хочу стать сильным, и чтобы вокруг меня собирались сильные люди, чтобы я мог с ними находить общий язык и вести их вперед. Я хочу прокачать личные навыки руководителя. Я хочу понять все свои личностные ограничивающие факторы, убрать их и раскрыть полностью свой потенциал, который во мне есть. Принято. Сильный интерес в том, что будет дальше, и в том, что я найду в себе. Вообще я отношусь к классу вынужденных предпринимателей. Мы хотели водить девушек в рестораны, покупать им цветы, покупать какие-то красивые модные шмотки. И пришлось зарабатывать деньги, искать способы зарабатывать деньги, стать состоятельным. Мы вообще не знали ничего про бизнес, мы не знали ничего про список Forbes, но я всегда хотел лучшего будущего. Но мне всегда было страшно. У меня было две группы страха. Одна группа страха – это такой страх неудач, гигантское такое облако. Да? И вторая – это область страха не оказаться в том лучшем будущем, которое я уже воображал. Вот этот вот страх был всегда сильнее, не оказаться в лучшем будущем. На фоне вот этого гигантского страха страх неудач становился просто каким-то маленьким лилипутом и просто превращался в список дел, в список задач, которые мне надо просто было сделать. Вот все. Если вы что-то такое почувствовали, переносите на себя героев этого шоу. Пробуйте изменить что-то в своей жизни, наблюдая за тем, как герои этого шоу меняют себя, меняются. Да? Примеряйте на себя все, что вы видите в этом шоу. Возможно, в вашей жизни произойдут необратимые изменения. И пишите в комментарии. Мне будет очень интересно узнать, что изменилось в вашей жизни в период этого шоу, а также после. Мастера вас будут рассматривать совершенно другой стороны, нежели я. В прикладном плане, в деловых навыках и так далее. То есть они всегда рассматривают несколько с другой стороны. Поэтому сейчас вам придется вести себя как уж на сковородке. И поджаривать мы будем другие ваши бачки. Да? Не забывайте, да, полоса препятствий, она строится из разных ухищрений. Да? Я хочу увидеть ваши все проявления, поэтому кайфуйте по полной. Я лично буду наблюдать за вами, насколько вы сейчас за эту короткую дистанцию можете
превзойти себя, такого, как вы пришли. Ну, давайте отправимся к мастерам. Поехали. Мастера — это мои лучшие ученики. Те люди, у кого сработали подходы X10 для их жизни, для их семьи, для их бизнеса, для их самочувствия, для их 8 граней жизни, так называемый октодом, мы пользуемся, 8 граней жизни. Это про внутреннее самочувствие, про физический тонус, про финансовую автономность, про отношения в семье, отношения в обществе, про внешнее самочувствие, ты напротив всего мира или ты часть мира, а также чувство интуиции, чувство Бога. Вот 8 граней жизни. Вот если я вижу, что для моего ученика в этих всех 8 сферах случились серьезные изменения, улучшения, и человек, ему нравится, что с ним происходит, и я приглашаю им вместе со мной, вместе с грандмастером приступить к преподаванию в X10 Академии. Это те, для кого X10 учение является, можно сказать, фундаментальным способом жить. И те, кто следует вместе со мной, с грандмастером, единым X10 целям. Я Виктор Гор, предприниматель, ресторатор, основатель компании Гагарин Групп, компания История, мастер X10 Академии, создатель, кстати, проекта Black Star Burger. Я здесь для того, чтобы талантливые предприниматели в конце концов увидели, что все начинается с действия, а действие начинается с энергии, с состояния и с чувствительности. Так вот, все, что нам нужно для успешной, яркой, талантливой жизни, которую мы сами себе хотим и придумали, прямо сейчас есть вокруг каждого из нас. Я Антон Сажин, я генеральный директор и основатель образовательной онлайн-платформы CoreApp. Также я главный операционный директор X10 Академии Игоря Рыбакова. Я здесь для того, чтобы продемонстрировать метод X10 вживую. Это большой эксперимент для нас. Мы хотим, чтобы эта магия превратилась через шоу в то, что люди вот реально могут потрогать, пощупать, увидеть. И поэтому я здесь. Я трекер акселератора X10. Я здесь для того, чтобы наши команды выросли, достигли своих целей и ушли по окончании акселерации с сногсшибательными результатами. Меня зовут Андрей Макаров. Я трекер, я помогаю бизнесу расти быстрее, через системную работу с ограничениями. Задача этого реалити — показать, продемонстрировать, без объяснений, продемонстрировать в натуре, как действует метод X10. В основе метода X10 лежит создание направленных проживаний с целью коррекции умозрения. Что такое умозрение? Это наши шаблоны, стереотипы, которые мы носим, автоматизм. И мы из года в год повторяем одно и то же, надеясь на то, что в нашей жизни произойдет что-то другое, но как может произойти другое, если мы делаем одно и то же? Никак. Действие определяет все. Будешь ты успешный или неудачный. Правильное действие, то есть точное, подходящее, определяет, с какой интенсивностью ты будешь получать успех. Маленький успех или большой успех. А уместность или своевременность действия, то есть делаешь ли ты вовремя это, будет определять вообще все. Поэтому если сложить весь подход X10, он будет так. Слушай, делай действия правильно и делай правильные действия вовремя. Я сам применяю это в своей жизни. И социальным доказательством является компания Технониколь. Моя успешность практически во всех сферах жизни. Подчеркиваю, подход X10 Академии действует в семейной жизни, действует в общественных делах, действует в бизнесе. Нету ни одной сферы, где бы не действовал подход X10 Академии. За это я очень люблю подход X10 Академии. Сейчас мастера и трекеры проведут установочные сессии с нашими участниками. Будут даны задания на деловые навыки и бизнес-инструменты, а также на предпринимательское мышление. Первым шагом в методе X10 является диагностика. Надо понять, где утечка, где утекает энергия, которая вроде была, а теперь ее уже и нет. Течь обычно здесь. Поэтому мы начинаем с диагностики. Главный затык в том, что я не могу какую-то свою норму перешагнуть. То есть я вроде бы вкладываю деньги в оборот, свои личные в том числе, но никак не могу перешагнуть эту сумму X и достичь той суммы, которую я хочу. Мне кажется, что я просто топчусь на месте, и хочется понять, что я делаю не так, может быть, какой-то взгляд со стороны, какие-то советы, которые помогли бы мне
понять, чего не хватает в данный момент в моем бизнесе. Все задания – это практики X10 Академии. Всегда ситуация у каждого индивидуальна. И мы слышим участника и вижу, что бы ему сейчас было бы полезно. Сейчас у тебя какая цель вообще? Вообще, если говорить глобальная цель, то глобальная цель у меня создать таким образом бизнес до 45 лет, чтобы он работал сам на себя, чтобы у меня был параллельный пассивный доход, а я, собственно говоря, занимала только какие-то контролирующие вопросы, чтобы меньше работать и больше зарабатывать. У меня есть такие интересы, как путешествия. Я хочу весь мир объездить. Цель – это создать большой бизнес, который будет работать сам без тебя. Да. Ты мало работаешь, много зарабатываешь, или цель – много путешествовать для того, чтобы подпитываться для творчества и творить? Мое творчество, то, что я… Творчество в чем заключается? Заключается в создании коллекций. Ты не хочешь этим заниматься. У тебя есть желание в этом участвовать, ты хочешь это создавать, ты хочешь заниматься творчеством, это здорово, все, но ты не хочешь заниматься бизнесом. Но есть над чем подумать. Ты не разговариваешь сама с собой, на самом деле. Редко очень. Ты сейчас говоришь, я много думала об этом, все такое. Но на самом деле немного. Ты очень мало посвящаешь сама себе времени. Ты не чувствуешь, куда ты хочешь прийти, на самом деле. Ты не думала никогда, что мечта вот слишком шаблонная? Что вот возьми, там, условно, там 80% девушек, вот, которые не сильно задумывались о своей мечте, они будут мечтать приблизительно о том же самом. Вот слишком все шаблонно, настолько приторно, и поменяй вывеску, и она уже не твоя. Понимаешь, о чем? Чувствуешь, да, о чем? Да, я понимаю, да. Что, а где ты в этой мечте? Задания у всех участников индивидуальные. И все эти задания про новые действия. Именно новые действия открывают дверь в новое состояние, в новое проживание, в новое использование своего тела, ума и сердца. А что нового ты можешь совершить уже сейчас? Напиши мне в комментариях. А зачем ты здесь? Реализация. То есть я хочу самореализоваться, самоутвердиться, так скажем, в первую очередь, скорее всего, перед родителями, в которые в некоторой степени не до конца верят в то, что я делаю. Есть беспокойство о том, что я могу всю свою оставшуюся жизнь батрачить на работе, типа 5-2, получать зарплату там 40-50 тысяч и просто на нее жить. То есть, не наслаждаться жизнью, а жить. Я хочу другой жизни, я хочу лучшего. Во второй степени перед самим собой, то, что, я реально что-то из себя представляю, и перед обществом. Есть какой-то пример у тебя ролевой, да, кто уже так сделал, у кого уже такой похожий бизнес, кто уже ведет такие игры много, как ты хочешь, часто, с большой сетью, с ведущими и зарабатывает. Достаточно, чтобы ты мог сказать, ой, я вот так хочу. Да, в принципе, это мое первое место работы. Контакт остался там? Ты в контакте с теми ребятами? Или тебя там не любят, потому что уволился? И сам создал свою компанию. Контакт есть. Тебе нужно устроить разведку боем. Ты должен отправить туда своего человека, засланца, который поднимет все документы, нарушит все законы и незаконы. И ты вот должен прям четко понимать всю бизнес-модель. Для меня они как будто вообще на другом языке просто говорят. Все, что мы здесь используем, это все часть академии. Это некий такой симбиотический танец бизнеса, мышления, мировоззрения, философии, психологии. В общем, это такой термоядерный реактор всего невозможного и возможного. Неужели ты правда думаешь, что, посмотрев одно видео, в твоей жизни что-то изменится? У меня есть решение, которое поможет тебе преодолеть гравитацию текущей реальности и, наконец, начать действовать и достигать целей. Все методы и технологии, которые получают участники нашего реалити, можешь получить и ты. Для этого прямо сейчас переходи в телеграм-канал Оперштаб X10. Там ты найдешь пошаговые инструкции и закрытые материалы от меня и мастеров X10 Академии. Там же мы проводим закрытые прямые эфиры для своих. И это твой шанс на лучшее будущее. Не упусти его. Еще раз, телеграм-канал Оперштаб X10. Не наблюдай, действуй. Ссылка в описании. Увидимся там.
Основные сложности, они, конечно, связаны с бизнес-процессами, с неумением вообще фактически вести бизнес как таковой. Я хочу в этом разбираться, но ничего не знаю. Я не знаю, как правильно привлекать клиентов, куда, как сливать бюджет. Ну, то есть у меня были проекты, я очень много обжегся. Я взял помещение, кофейню, например, да, открыл за 350 тысяч аренда 50 квадратных метров, 4 миллиона потерь. Потому что я не знаю, как правильно высчитывать себестоимость, не знаю, сколько должна быть реально окончательная цена, не знаю, что такое там прибыль, маржа и так далее. В общем, мне прям не хватает этих компетенций, и очень хотелось бы, чтобы появилась определенная команда, глядя на которую я бы эти компетенции начал приобретать. Мне хочется сделать так, чтобы был альтернативный источник дохода, но категорически не хочется связывать его с продажей чего-то на Wildberries или на Озон. Так какое у тебя основное сейчас ограничение, что тебе не дает вырасти так, как ты хочешь? Мне вот очень хочется не наколотить ошибок, как вот это было с волшебной кофейней. Было бы круто, чтобы я за эти 25 дней понял для себя, что на прогнозируемом, понятном и каком-то не супер долгосрочном промежутке времени я смогу из школы фокусов создать проект, который будет приносить мне доход, равный или превосходящий доход, который я получаю от собственной деятельности в области выступлений. Ты очень хорошо прикрываешься светлыми идеями, там, типа фокусы для детей и все такое. А попробуй сделать фокусы, когда это является элементом съема парнями девушек. Есть такая тема, да. Вот. Сделай вокруг этого какую-нибудь, ну, там, не знаю, школу, оффер. Мне кажется, что, возможно, там даже больше денег, чем в детской Мне тематике. понравится эта идея. Пикап. Новая аудитория, расширяет. Мне, ну, как бы, круто, мне интересно. Тебе нужно пообщаться с 10 человеками за эти 5 дней, значит, которым ты расскажешь о своей идее. Но поделись с теми, чье мнение было бы тебе полезно услышать. Бизнес может быть любой у человека или вообще не бизнес. С 10 такими человеками. Может, ты придумаешь вариант онлайн-обучения параллельно, тестируешь его на тех, кто тебе из Москвы звонит. Все, что мне сказали сегодня, на данный момент трекеры и мастера, это прям вот стопудовое попадание. И почему не может... А что не получится, если мне кайфово от того, что они мне сказали сделать? Почему с одними людьми случается успех, а с другими нет? Разница одна – в мышлении. Тело, ум, сердце примерно одинаковые у всех. Но одни могут использовать тело, ум и сердце так последовательно, так, чтобы случался успех, а другие нет. Или вот он краткосрочно случается, а потом вдруг они отпетляются и все сливают. Да? Поэтому нужно обрести мышление, которое позволяет точно, вовремя и актуально использовать свое тело, ум и сердце для того, чтобы достигать успеха. Учение X10 — это как раз про это. Поэтому наши участники здесь, поэтому ты, дорогой зритель, тоже сегодня здесь. И с тобой наконец-таки произойдет то, что ты давно хотел, но пока не получалось. Сегодня это случится, пристегни ремни. Почему вы решили заняться вот этим бизнесом? Если бы с бизнесом все так пошло, как я хотела, в принципе, я планировала 70% закрыть в этом году своих долгов. Вот. Но что-то пошло не так, и пока как-то не получается совсем. То есть долг на данный момент не растет, но погасила я 20% приблизительно. То есть не могу с такой скоростью я его гасить, как бы мне хотелось. Бизнес – это скорее инструмент для достижения каких-то моих целей. Там, не знаю, мне больше хотелось помогать людям, там, своей семье, ну, неважно в каких областях, вот, и мне хотелось бы, чтобы у меня была для этого возможность. Напиши, пожалуйста, 20 по возможности, 20 пунктов, чего ты не можешь сейчас сделать в своем бизнесе, и это тебе мешает развиваться. Ты сама как специалист работаешь, как громмастер? Теперь да. Это будет, видимо, тот пункт, который тебе надо будет решить, да, с учетом задач управленческих. Вот, возможно, будет надо посмотреть. А почему бы тебе не сделать школу груминг-мастеров, и тогда ты сразу получаешь базу? Онлайн. Можно и онлайн. Но онлайн уже, да, это прям 100%. Это уже моя тема. Это моя следующая цель, если честно. Коллеги очень там, Антон очень классную мысль сказал про обучение. Там тоже гипотеза, подумай, близко, не близко, потому что должна гореть-то, да, этим. Может быть, обучать не мастеров, а обучать обычных людей по миру, да, тому, как своими силами можно было бы там, очень классно там
привести в тот внешний вид, который хочется собаку, да, там моды, там вебинары и все остальное. Богдан? Главный затык, наверное, в том, что не хватает опыта. Я вижу возможности, вижу потенциальные деньги, потенциальный рост, но из-за того, что я неопытен, я не знаю, куда идти и как это делать. Такое ощущение, что мы разогнали большой локомотив, такой большой паровоз, и я сейчас стою перед ним, так вот руки держу, а он меня толкает. А я думаю, что мне с этим делать? Сесть в паровоз. Вот, а я хочу сесть в паровоз, а я не знаю как. То есть у нас Так есть... не мешай своему бизнесу, уйди из него. Не все так просто. То есть есть штат людей, есть понимание вроде бы, что делать. Вот. Но есть ряд каких-то затыков, возможно, страхов, что я сделаю что-то неправильно приму решение. Пытаешься действительно остановить локомотив, сам его разогнал, что непросто, да? Разогнал все это, и теперь пытаешься его остановить, боишься, потому что он тебя задает. Метафорически также представь, что ты берешь, и действительно запрыгиваешь с легкостью в поезд и несешься вместе с ним. Заскочил и вместе с ним едешь. Какое состояние должно? Такое ощущение, что весь мир остался позади, ты просто едешь в какое-то светлое будущее, там, в теплое место. Появится миллион новых возможностей прямо за неделю, за ближайшую. Все их накидывай, принимай, собирай, начинайте. И станет только вопрос, как это сделать, каким образом это сделать. И вот тут сидите и креативьте, решайте нам, да это так, и все, ничего не надо. Самое сложное, мне кажется, это вообще запустить продукт, создать продукт, еще чтобы он продавался, да, то есть покупатель найти. У тебя это уже все есть, тебе уже приходят новые возможности. Разгоняй дальше. Вообще было очень интересно работать с мастерами, и я получил то, чего ожидал. Здравствуйте. Я бы сказал добрый день, но день-то не очень добрый. Все это время я наблюдал за вами. Знаете, что здесь? Интрига. Может быть, здесь ваше будущее, может быть, конец. Футболка колышется от того, что у меня сердце лупит сильнее, чем надо. Все в таком состоянии легкого шока пребывали. Мне никто никогда в жизни не говорил фразу «уходи». И что происходит?